Добрый день, друзья! На следующий день после распаковки посылки я всегда обрабатываю орхидеи. Ссылку на видео, где я распаковывала эти орхидеи, я оставлю в правом верхнем углу экрана. А еще создано два плейлиста именно об орхидеях, полученных из Краснодара. И все контакты и ссылки на соцсети этого продавца я оставляю в описании под видео. Так вот, два плейлиста. Одно о прекрасных орхидеях, как эти, которые я получаю, а одну посылку я получила с реанимашками. Два разных плейлиста. Очень будут интересные и уже интересные. Поэтому на них ссылки тоже будут в правом углу экрана и обязательно под видео. Так что же мы будем делать вот с этими тремя маленькими орхидейками? Я вам столько раз рассказывала, что любая орхидея, которая попадает ко мне домой, будь то это посылки, будь то это покупки, я всегда обрабатываю листья зеленым, дегтярным, табачным, любым мылом. Я только протираю листья. Больше никаких обработок сразу от вредителей, там каким-то фунгицидом. Я ничего этого не делаю. И я очень много раз это рассказывала, и мне не хочется в тысячный раз повторяться. Поэтому ссылку на подробную обработку таких маленьких орхидей я оставлю в правом углу экрана и под видео, а здесь вкратце. Стаканчик воды, пол чайной ложки любого мыла калийного и протираю разными дисками каждую орхидею. После обработки, но одно я все-таки сейчас протру орхидею, потому что мне ее нужно будет доставать. После обработки я достаю орхидею из стаканчика и обращаю внимание на мох. Мох сухой. И внимательно, вот сейчас я внимательно рассматриваю корни орхидей. Есть маленький фласочный сухой листик. Убираю. Так как мох сухой, знаете, вот эти стаканы, они не плотные, не как в прошлый раз были очень сильно набитые мхом стаканчики. Они немножко такие мягкие, но все равно в любом случае первый раз я просто опрыскиваю корни орхидей. И ставлю в другой стакан. Ну, не стакан это у меня, а маленькие горшочки из-под мини-орхидей. Но они у меня закончились. Это последний. Намусорили. Сейчас. Закончились такие горшки у меня. Обыкновенный пластиковый стакан. Приблизительно сделала вот такой же высоты. Внизу стакана сделаны отверстия. Чем? Паяльником. Внизу стакана паяльником сделаны отверстия. И следующую орхидею я перемещаю в такой пластиковый стакан. Я ее точно так же опрыскаю, но не в целый. Я хотела обратить ваше внимание, что не в целый этот огромный стакан. Ей здесь будет крайне неудобно. Поэтому в половинку стакана. Вот таким образом я 3 дня утром опрыскиваю мох у маленькой орхидейки. Потом распушаю мох, ставлю в этот стакан и больше не трогаю, больше не достаю орхидею. Все оставшееся время, пока она начинает расти, начинает растить корни, она находится в этом небольшом стаканчике. Если перерастает свой стаканчик, вот именно вот такой маленький, тогда переставляю
в больший размер, ну, горшочка, скорее всего. Но я даже не эти вам орхидейки сегодня хотела показать. Я хотела вам показать две бабочки, которые тоже получены в размере 1,7 дюйма диаметр горшка. Даже у таких маленьких бабочек буквально за 3 недели успехи невероятные. Растет и листик, и начали расти корни от шеи. Даже вот такой воздушный корень начал расти. Вот еще маленькие корешки, которые появились на старых корнях. И в горшке очень активно растут корни. Это одна маленькая бабочка, а это вторая. Она пока не хочет растить листик, но она очень активно наращивает корни в горшке. И растит корни от шеи. Так что самое важное, после того, как мы получили посылку, и у нас появились вот такие маленькие орхидеи, самое главное выдержать вот эти 4 дня, поставить их потом в постоянные их или горшочки, или стаканчики и не трогать их. Почему-то вот все время всем хочется сразу пересадить орхидею. То ли с мхом не умеют обращаться или поливать, то ли еще что-то. Не надо вот такие маленькие орхидеи, я говорю именно о размере 1,7, не надо их сразу пересаживать. Они самые-самые ранимые. Вот эта орхидейка значительно быстрее адаптируется. Она старше. Она выращивалась примерно полгода, если не больше. А вот эти маленькие орхидейки, они очень нежные и ранимые. Поэтому оставьте их в покое. А примерно через месяц, если вы их не будете переставлять, не будете трогать, не будете доставать из этих горшков, в которых они стоят, они активно начнут свой рост. И это будет прекрасно. А вот если над ними устраивать танцы с бубнами, можно погубить такую орхидею. А пересадкой сразу нельзя заниматься. Нельзя эти маленькие нежные корешки освободить от мха и пересадить в какой-то грунт, которым вам кажется, что это будет идеально для орхидеи. Нет, для нее сейчас идеально начать растить корни вот именно в том же грунте, в этом же моховом стакане. И когда у вас это все получится, когда начнут расти очень активно корни, вы ее пересадите, и ваша орхидея не погибнет. Орхидея с удовольствием продолжит свой рост уже в новом грунте. Так что потерпите немножко. Дайте им адаптироваться, дайте им начать растить корни, и они вас порадуют и ростом, и цветением. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.